Друзья, всем приветики, с вами Дмитрий, мой канал Man in Holland. Я сам живу в Нидерландах 25 лет, иногда снимаю видео о жизни в этой стране, иногда снимаю видео о наших поездках по всему миру. Вот. Ну а сейчас я решил запилить видео, как я делаю подвесной потолок. Сам я люблю дома что-то мастерить. Почему я начал именно дома мастерить сам, а не нанимать мастеров? Потому что в Голландии, в Нидерландах очень дорого нанять мастеров. Очень дорого. И вот чтобы немножко сэкономить, я потихоньку начал учился. Ну и вот так вот, смотря видео различных блогеров, которые рассказывают про вот эти все вещи, про строительство, про ремонты, сам немножко подучился. Ну и хочу поделиться с вами вот таким вот опытом. Я делаю ремонт в кухне, но про это выйдет другая серия. А сейчас я хочу просто показать, как я делаю съемный потолок. Не съемный, а просто подвесной потолок. Очень легко, очень быстро все это делается. И в принципе недорого. И получается в принципе классный результат. Все, полетели, друзья. А вы не забывайте поставить лайк, пожалуйста. Так, я вам сейчас быстренько покажу. Я уже здесь все сделал, чтобы вам не показывать, как это все происходило до этого. Потому что это затянется надолго. Смотрите, видите, очень все просто. Покупается вот такой вот профиль. Вот сейчас я его покажу. Смотрите, вот он у меня здесь лежит. Вот кусочек остался, да. Вот такой вот профиль, да. А их бывает два типа. Один, который вот как в моем случае с помощью вот такой рейки приклеивается к потолку. Вот тогда у вас будет не очень большое расстояние между потолком и вашим подвесным потолком. Вот, потому что, тканью. У меня в данном случае у меня будет тканевый потолок. Вот, смотрите, я сейчас вам покажу, да. Можно, конечно, побольше взять брусок, но побольше, я думаю, что будет очень трудно все это мастерить. Вот, мне здесь не нужно было много чего закрывать. Я вот сейчас вам показываю, да, вот так вот по периметру. Видите, я сделал вот этот брусок по периметру, рейку по периметру. И там она, по-моему, 2,5 сантиметра. Видите, да, вот так по всему периметру сделал. Очень все просто, быстро делается. Вот. И второй тип, это есть, когда, вот как в зале, это я раньше сделал, но сейчас буду просто полотно менять. Он у нас 7 лет, этот потолок. Вот, этот потолок мне надо было, чтобы опустить ниже для светильников, точечных светильников. Вот видите, здесь эти светильники. Вот, там надо было за расстояние где-то около 7 сантиметров. Поэтому мне пришлось покупать, не пришлось, а просто я купил профиля, пластиковые профиля, которые крепятся к стене. Не к потолку, а к стене. Вот, они двух видов там, так, и с помощью, потому что они отличаются. С помощью этих пластиковых профилей вы крепите сам вот этот натяжной потолок. Вот видите, вот он так выглядит. Но он у нас уже здесь немножко, мы тут, когда праздники какие-то устраивали, шампанское или еще что-то, видите, здесь остаются вот такие вот, не знаю, видно вам сейчас, вот такие вот какие-то пятна. Я их тогда не подкрасил, оказывается, есть даже краска для этого. Вот. Но я сейчас просто потом в следующем году уберу этот потолок. Вот. Просто тряпку эту сниму и поставлю сюда просто на стену. Уже рейки будут прибиты, профиля прибитые будут. Вот. А сам потолок, вот я купил, я сейчас его тоже вам когда достану, я все покажу. Вот он так выглядит. Я не знаю, он, наверное, я не знаю, продается в ваших местах или нет. Но вот в Германии, я знаю, точно продается. В Голландии, в Нидерландах тоже точно продается. Его надо очень просто померить. Всю комнату меряется. Вот смотрите, комната, кухня, да, небольшая кухня. Она меряется, допустим, здесь 3 и здесь 2. И плюс еще каждой стороне по 10 сантиметров. То есть 20 сантиметров надо оставлять, чтобы, когда вы его будете сейчас всовывать сюда, я буду показывать вам сейчас, да, как он натягивается. Делается в течение этой кухни, в течение часа. И смотрится, серьезно, очень неплохо. В общем, давайте я показываю, как его натягивать. Еще нужно купить вам будет вот такой вот шпатл. Вот такая штучка, да, сейчас постараюсь как-то показать вот так вот, да, с помощью вот этой штучки, да, она, сама ткань вставляется вот в этот профиль, там есть вот такая вот прорезь, и вы туда вставляете этот потолок и по разным сторонам натягиваете его просто. Я сделал такой вот здесь порнографию, извините за выражение. Все нормально, все заизолировано. Вот, чтобы вешать не точечные светильники, только не вот такого плана, а я их потом покажу вам тоже, вот не такого, да, сейчас вот так от света отойду. То есть это вставляется, да, а здесь я решил, которые будут нависать. И я сам подумал, зачем мне покупать по 20 евро вот эти дорогие, которые уже готовые. Я сам досочки вот так вырежу.
вырезал, вот фанерную, и все, померил по ватерпасу, и все, и получилось вот такие вот у меня спотовые, потом будут подсвечники, ну, светильники. Все, друзья, я начинаю делать, и вам буду показывать дальше. Смотрите, вот потолка, у этого подвесного, этой тряпки, ткани, две стороны. Одна, которая будет смотреть наружу, и одна внутренняя. То есть надо не перепутать. То есть одна такая гладенькая, она внутренняя, а более ребристая такая, вот видите, не знаю, вот видно так или нет. Это будет уже у нас наружная сторона. Это внутренняя, что сейчас я вот показываю. Так, ну вот смотрите, вот видите сама ткань. Ну, она там какая-то смешанная, пластик с чем-то, хрен его знает с чем, неважно. Сейчас мне надо распределить все ровненько, вот, зацепить ее, аккуратно это все, вот так, видите, сейчас я уложу, зацепляю. Потихоньку буду вставать. Надо не забыть как-то мерили это, то есть... Она, если чуть-чуть мнется, не страшно, друзья. Это без разницы. Так. Так, смотрите, друзья, смысл такой, с помощью вот этого шпателя, надо его вот так вот загонять вот сюда, Данила, вот здесь пазы, да, наживляем сначала, вот видите, я уже наживил, сейчас, не надо спешить, просто наживляем по всему периметру, потом можно достать, если что-то не получается, вот видите, я вот этой штукой, вот таким способом наживляю его опять, сейчас я растяну его. Потихоньку, потихоньку. Друзья, не забывайте про углы. Вот видите, я наживил здесь одну сторону, да. Ну, вот такая фигня здесь стоит. Вот. И просто наживил один угол, наживил второй угол и посередине обрезал. Вот и получается угол вы срезаете так. Очень все просто, видите, уже потихоньку начинается натягиваться. Самая трудность это в начале их наживить этого потолка. Как только вы все это наживили, пойдет сразу вы серьезно быстро. Все это дело пойдет быстро. Главное, все вовремя хорошо распределить длину, а то иначе может быть за короткое быть с одной стороны и за длинной с другой стороны. Смотрите, видите, вот здесь такие маленькие, как бы их я называю, пузыри. Вот видите, так не очень ровно идет. Вы не расстраивайтесь, вы просто берите вот так вот, натягиваете дальше. Вот так вот таким вот движением. И эти все пузыри разравниваются. Вот видите, угол вот у меня уже, посмотрите, как барабан. Он должен как барабан. Видите, какой он, как струнка натянутый этот потолок. Тогда все вот эти пузыри, они вытянутся. То есть вы берите просто вот этим шпателем и вот туда их вправляете в профиль. Профиль так устроен, что он их не выпускает обратно. То есть он их хорошо держит, эту ткань. Смотрите, видите, 50 сантиметров с одной стороны, 50 где-то сантиметров с другой стороны. И так обратно, там 50 сантиметров, там. Надо, чтобы равномерно она все уходила туда, к окну ближе, да. Если вы слишком возьмете одну сторону, то может получиться, что у вас гармошка, и вы уже не сможете ее расправить. Поэтому я вам советую, да, с моего личного опыта, потому что я когда до этого 7 лет назад делал, я, конечно, первый раз помучился. Вот видите, он там обрезал уже все. Эти все остатки, потом, которые вот это висит, да, вот эти вся штука, вы потом можно это все обрезать, да, вот здесь обрезается, и потом дальше в профиль вправляется, и ничего это видно не будет. Ну, вот смотрите, видите, здесь ничего не видно. Вот, видите, старый идет. Это здесь надо почистить. Вот, ничего не видно, все вправилось хорошо. Вот видите, как гармошка расправилась в ту сторону, как я вам сейчас только что объяснил. Кто-то делает, отступает от стены, да, брусок, вот, который я вам показывал до этого, деревянный брусок, отступает от стены на расстояние LED подсветки и делает подсветку. То есть между потолком вот этим натяжным и стеной LED подсветка по периметру можно сделать. Вообще тоже очень просто. Просто брусок, я говорю, отступаете там на 2 сантиметра от стены, приклеиваете вы куда-нибудь там подсветку эту, и все, и будет очень красиво. Я тоже видел где-то так, кто-то делал, но я уже не стал заморачиваться с этой подсветкой.
Вот так вот примерно получается. Видите, я немножко с этой стороны больше получилось у меня тряпки этой, ну, потолка натяжного. Здесь, в принципе, нормально, а с той стороны меньше. Поэтому надо всегда аккуратно смотреть, чтобы все равномерно. С этой стороны тоже у меня получилось больше. Но это пофиг, это все потом обрезается. Я уже потом, конечно, покажу готовый результат. Для вас это будет одно мгновение, а у меня еще часа два надо поставить светильники сюда. Вот. Ну, они здесь вот находятся. Я сейчас поставлю светильники. Вот, так что надо смотреть. И, конечно, с кухни, ну, с таких мест, где очень много углов, я бы вам не советовал начинать. Я бы советовал просто с прямой, ну, с комнаты, вот как вот такая комната прямоугольная, да. Просто здесь очень много углов, и, конечно, это надо уже опыт иметь какой-то, минимальный хотя бы опыт. А иначе вот я, видите, нечаянно дернул, и получилась вот такая вот, она порвалась. Ну, я ее сейчас так аккуратно там подклею. Вот, поэтому надо аккуратно. Она, в принципе, очень плотная ткань, ну, крепкая, но все равно надо аккуратно, чтобы, ну, натягивать ее, чтобы она не порвалась, а иначе все. Я делаю дальше, друзья. Ну вот смотрите, прикрепляю светильники. Купил на Алиэкспрессе, там 25 евро стоит вот такая. В принципе, я доволен, у меня стоят в ванне светильники из Алиэкспресса. Это подороже 25 евро, они трансформаторы практически не гудят. Вот, видите, обрезал я. Здесь есть маленькие такие косячки, видите, так как профиль я использую повторно, он уже немножко разогнулся чуть-чуть, видны такие щели как бы. Но если кому-то там, допустим, не захочет оставлять в таком виде, можно вот такой фаус гипсокартон, ну, гипсовые такие штучки купить и туда приклеить их. И все, она закроется. Я вот здесь, видите, ну, я вам показывал, дырочку проделал. Теперь придется покупать вот такие вот профиля и их туда делать по контуру. Вот. И все. И вот видите, сейчас я делаю крышку, ну или подставку, или как она называется, для светильника, да. Если что, если вдруг она криво стоит, ее можно равнять, потому что я, ну, так закрепил. И можно ее выровнять, чтобы она ровненько все стояло. Вот. Ну и дальше я вам покажу, что это. Включение, друзья, я установил светильники, вот свет включил уже. В принципе, ничего не слышно, как они работают. Ну, это вентиляция там сейчас шумит, там еще в углу мне надо делать, убрать холодильник. Вот, все нормально работает. Я вот поставил, вот тоже в Китае заказывал такие вот включатели. Они с помощью, можно на кнопки нажимать, ну, диммеры. Можно на Wi-Fi, есть специальное приложение для них. И можно по Wi-Fi или Wi-Fi делать ярче или меньше света. Все, друзья, на этом прощаюсь. Если кому понравился этот видосик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире.